Привет! В связи с политической и экономической ситуацией в нашей стране, да и в мире в целом, уровень дохода населения, мягко говоря, снижается. Поэтому это видео предназначено для тех, кому необходим холод, но вопрос ценника далеко не последний. Тех, у кого с кэшем все в порядке, прошу, проходите мимо. Пожалуйста, не надо вот этих вот дорогих советов. В общем, этот выпуск для тех, кто имеет средства на покупку разве что Hook Reveal с датчиком Triple Shot, но мечтает приобрести достойный холод с полноценным датчиком Active Image 3 в одном и полным фаршем. Ладно, хватит лирики, переходим к делу. Перед нами эхолот Simrad Go 9 XSE, предоставленный для тестов и обзоров магазином Александр Ховрина. Ссылку на магазин найдете в описании. Настоятельно рекомендуем. Simrad Go XSE – представитель премиального сегмента рынка. Данное головное устройство предназначено для использования на яхтах. До недавнего времени эта модель превосходила по стоимости своих одноклассников из Lowrance почти в 2 раза. Естественно, народ предпочитал дорогостоящему Simrad'у более доступные эхолоты от Lowrance. И тут у вас возникнет справедливый вопрос. Дядя, вроде ты говорил о бюджетном решении. Спокуха. Дело в том, что прямо сейчас компания Simrad анонсирует новую линейку и распродает остатки складов с огромным дисконтом. И так уж вышло, что в настоящий момент цена комплекта Simrad Go 9 XSE с датчиком Active Image в 3 в одном снизилась почти до уровня стоимости Hook Reveal с Triple Shot. И это великолепный шанс. Теперь подробнее. Раньше я уже рассказывал о том, что в 2006 году компания Lowrance слилась с Simrad Yachting в объединение Navico. Simrad выпускает премиальную продукцию, а Lowrance, так сказать, народные эхолоты. То есть продукция Lowrance содержит все наработки и технологии Simrad. И наоборот. По факту Elite FS является репликой Simrad Go XSE и унаследовала от него все, включая экран. То есть с этим эхолотом вы получите все, что ожидали от Elite FS. Но так уж сошлись звезды, что в настоящий момент получите вы это все по более доступной цене. И начнем наш обзор с минусов. Надеюсь, всем понятно, что у любой модели, любого производителя всегда найдутся минусы. Первый минус Simrad Go 9, именно девятки, заключается в том, что это локализованная модель. То есть у вас не получится объединить в сеть Ethernet несколько головных устройств. И не получится подключить модули 3D, S3100 или Active Target, так как Ethernet на девятке предназначен исключительно для подключения радара. Но черт возьми, речь идет о цене вопроса. Если у вас есть деньги на покупку нескольких эхолотов, то, я же вас просил не смотреть этот выпуск, проходите на выход. Второй минус – отсутствие кнопочного управления. Но вообще-то оно и в FS неполноценное. А есть и такие пользователи, для кого кнопки — это какое-то зло. Мне об этом очень много писали в комментариях, например, на обзор о Raymarine Element. Третий минус заключается в том, что в нашей стране, на российском рынке распространены карты SIMAP именно для эхолотов Lowrance. И да, я сам в шоке. Ну ладно, когда карты для Lowrance не подходят, скажем, для эхолотов Raymarine. То есть у компании SIMAP для эхолотов Raymarine отдельные карты. Но когда отсутствует совместимость карт SIMAP для эхолотов одной корпорации Navico, это уже на голову не налезает. Видимо, это как-то связано с юридическими аспектами лицензирования. Итак, карты SIMAP, предназначенные для Lowrance, вы можете вставить в эхолот, посмотреть содержимое, построить по ним навигационные маршруты, но не сможете посмотреть отрисовки, которые сделаны на эхолотах Lowrance, и не сможете записывать свои. На сайте SIMAP имеется калькулятор совместимости, и он выдает 2 вида карт, совместимых с Simrad Go, с которыми все будет работать, и отрисовка, и Genesis Live. Для этого необходимо либо заказать карту у SIMAP напрямую, либо поискать импортозамещение исключительно для Simrad Go.
Пожалуйста, отпишитесь в нашей группе о том, как у вас получилось решить проблему совместимости карт SIM-Up путем импортозамещения. Ссылку на группу оставлю в описании. И вот на этом минусы и заканчиваются. Зато прибор прекрасно работает с картами Navionics. Кстати, я нередко встречаю любителей джига, которые предпочитают карты именно Navionics. Для Navionics вообще нет никаких границ. Прекрасно работают с отрисовками с Lowrance, с Raymarine, на Simrad, все это переносится. В любых комбинациях все прекрасно работает. Ну, оно и понятно. Дело в том, что, пожалуй, за исключением Garmin, производители эхолотов используют навигационную систему именно Navionics. То есть, всякий раз, когда вы прокладываете маршрут на эхолоте, помните, вы используете технологию Navionics. И, кстати, про Garmin я, пожалуй, погорячился. И он тоже увлечен во внебрачных связях с Navionics. Достаточно зайти в свой профиль на Garmin, и оказывается, что автоматически создается аккаунт и в Navionics. Совпадение? Не думаю. Ладно, а теперь давайте посмотрим на прибор по-взрослому. Не секрет, что для малых и средних лодок ПВХ размер матрицы эхолота 9 дюймов является оптимальным. 12 и выше встречаются реже не только из-за цены, но прежде всего из-за размеров. А эта модель как раз является самой компактной девяткой из всех, что побывали в моих руках. Вот, посмотрите на горячо любимый FS и сравните размеры. При этом у них одинаковый размер матриц, то есть максимальная компактность в этом размере. Более того, в отличие от соперников, у него вменяемый плоский ровный экран, без углублений, канавок, всяких бордюров, плинтусов, выпуклостей, впуклостей и вот этого всего. Simrad Go XSE имеет такую же матрицу, как и Elite FS, той же яркости, глянцевости и того же разрешения. Точнее говоря, это у Elite FS матрица, как у Simrad Go. Этот эхолот идет с тем же датчиком Active Image 3 в одном, каким комплектуется Elite FS и HDS Live. Интерфейс такой же, как на Lowrance, разве что дизайн Simrad выполнен в максимально строгом стиле, в то время как Lowrance на фоне Simrad смотрится раскрашенным под хохлому. Тем, кто имеет опыт работы с Lowrance, не придется переучиваться или как-то подстраиваться. Наверное, я даже не буду делать отдельный мануал по данному устройству. На канале уже имеется инструкция по настройкам Lowrance, чего более чем достаточно. Далее, на борту данного устройства имеется 2 слота для карт памяти, в то время как у Elite FS всего один. То есть совокупный объем памяти на Simrad Go может достигать 64 гигабайт, что позволит продвинутым пользователям по максимуму, например, вести записи эхограмм. Затем в программе Riffmaster создать свою структурную карту интересующего вас водоема, чтобы изучать подробности и анализировать долгими зимними вечерами в ожидании сезона. А позже вернуться на водоем уже во всеоружие. При необходимости, в отличие от того же Garmin, эхограммы можно просматривать как на самом устройстве, так и в приложении Riffmaster или Homesucker. Ссылку на видео, как пользоваться приложением Homesucker, найдете в описании. Кстати, вроде незначительная деталь, но на Lowrance и на Simrad есть крутая фишка поиск точек. Выбираем из списка точку, которую мы установили ранее или с нами поделился приятель, и чтобы посмотреть место, нажимаем «Показать». И карта автоматически перемещает нас в эту точку, изучая район на здоровье. Я вообще тащусь от этой функции. Насчет сканирования. Осенью мне удалось немножко потестировать данный аппарат на воде. Лично я никакой разницы в боковом сканировании между Elite FS и Simrad Go не обнаружил. Что, собственно, и понятно, так как FS по сути является копией Simrad Go XSE. А о традиционном и нижнем сканировании я вообще молчу. Сейчас эти технологии у всех производителей на высоте, даже у практика. Между прочим, у этого аппарата присутствует технология Fish Reveal, как на Lowrance, то есть за эти деньги вы получаете полный фарш. Продолжаем.
Этот эхолот имеет полноценную сеть NMEA 2000, что позволит вам подключить дополнительную периферию – мотор, компас, автопилот, УКВ-радиостанцию, радар, различные дополнительные датчики и так далее. Блин, меня бесит, прямо бомбит от гуманитариев, которые постоянно мне пишут о том, что компас нужен лишь для того, чтобы не крутило карту на якорной стоянке. Блин, это пестицид какой-то. Один из наших подписчиков, Андрей, работает в компании G-Life и занимается профессиональной отрисовкой карт водоемов. Однажды он прислал скрины получаемых структур дна водоема с эхолотов Lowrance, как с компасом, так и без. Вопросы еще остались? То есть компас увеличивает точность позиционирования, в результате чего качество и точность отрисовки возрастает в разы. Мало того, компас — это еще и про безопасность. Об этом мы рассказывали в предыдущих видео. Если еще не смотрели, непременно ознакомьтесь. Обязательно заложите в свой бюджет покупку компаса. Это еще одна причина воспользоваться акцией от Simrad и купить этот эхолот, так как сэкономленные средства вы сможете потратить на покупку компаса. Кстати, автопилот на этом эхолоте тоже работает не хуже, чем на Lowrance. Как упоминал ранее, я немного тестировал этот эхолот на закрытии сезона. Но на всякий случай с открытием сезона еще раз все проверю, но уже на камеру и сообщу дополнительно. Поэтому присоединяйтесь в нашу телеграм-группу и следите за новостями. Продолжаем. В Simrad Go, как и в Elite FS, так и в топовых моделях, например, как в этом HDS Pro, имеется возможность беспроводного подключения к сети Wi-Fi и Bluetooth. Помимо прочего, есть возможность трансляции и управления эхолотом через приложение на смартфоне. При необходимости можно записывать видео с экрана эхолота на смартфон. Получать смс и информацию о звонках точности так же, как на топовых моделях Lowrance. Причем для вывода изображения на экран смартфона или планшета подойдет приложение как от Lowrance App, так и приложение Simrad. Абсолютно одинаково работают, разница лишь в цвете дизайна. Конечно, в идеале хотелось бы иметь полноценное кнопочное управление и крутой мультитач, так как экран эхолота очень уязвимая часть устройства. Бывали случаи, когда экран эхолота разбивали джиговой головкой и вроде экран еще цел, но мультитач уже не работает. Но и на Elite FS отсутствует полноценное кнопочное управление, поэтому в любом случае будьте максимально внимательны и аккуратны. Теперь о слотах памяти. Они расположены сзади, что может вызвать проблемы только в случае, если эхолот полностью наглухо вшит в приборную панель. Но я на самом деле в этом не вижу никаких проблем. Во-первых, тут аж 2 слота общей емкостью до 64 гигабайт. Во-вторых, есть беспроводная передача. В-третьих, я же попросил покинуть кинозал тех, кто может позволить себе купить крутую лодку. Ну и в-четвертых, для нашей соображалки это вообще не проблема. Ну кто в нашей стране будет зашивать прибор в панель, не предусмотрев оперативное обслуживание? Итак, в настоящий момент имеется возможность купить крутой эхолот премиального класса по очень доступной цене. К сожалению, это продлится недолго. А я напоминаю, что для подписчиков нашего канала в магазине Александра Ховрина действует скидка. Поэтому обязательно подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока! Вот теперь нормально, но можешь же. Стоп. Все, я могу быть свободным? Ну, можете.